Сёмочка, ты думаешь, чем красивее ты будешь, тем больше тебе шансов оставят быть на столе? Ох, сомневаюсь я, однако. Ой, Господи. Сёма, ты очень хорошо устроился, но ты, да, уходишь. Добрый день, друзья! Каждый месяц, и у меня как-то получается день в день, я вам показываю 4 орхидеи. Все 4 орхидеи с детками. И, конечно, мы смотрим на этих замечательных деток. Смотрим, что за месяц произошло, как они подросли. Рассказываю, что я меняю в поливе этих орхидей. Но первую и детку, и саму орхидею я хочу показать вам вот эту орхидею. В прошлый раз, когда я ее показывала, у нее пробудилась почка, и она выпустила цветонос. Особенность этой орхидеи – цветонос из точки роста. И, кстати, именно на цветоносе из точки роста... Сёма, уходи. Пробудилась цветовая почка, и был только маленький, начинал расти цветоносик. Вот сейчас почти полный распуск этого цветоноса, осталось всего 2 бутончика. А детка немного находится с другой стороны. Вот детка, растет активно. И детка, и цветонос, и цветы распускаются прекрасно. Прямо на удивление. Но листьев из точки роста больше не появится. И вот такие орхидеи очень любят пробуждать почки, цвести из всех возможных спящих почек, но при этом растит детку. У детки не появилось пока корней, нет, но она тоже активно растет. И орхидея в момент распуска этих великолепных цветов, она закуклила все корни. Но при этом она жива, здорова, а уж как красиво. Название не знаю, но по розовым цветам определять название всегда очень сложно. Вот это самая активная орхидея с деткой. И есть еще 3 орхидейки, у которых детки на пеньках. Это орхидея сбросила все листья, но остались живые корни. Я долго ждала от нее детку, все думала, откуда она появится. Она появилась, и детка растет очень активно. Наверное, это происходит потому, что корней действительно много. Вот видите, даже сквозь горшок проросли эти корни. Да, здесь много на горшке вот этой зелени, это водоросли. Но корни все живые. Нет, конечно, растущих корней, но они живые. И поэтому помогают этой детке активно расти. Конечно, у детки пока нет своих корней, она питается только за счет корней этого пенька. Но очень активно растет. В прошлый раз кто-то укусил этот листик из наших питомцев. Но этот листик вырос, затянулась ранка и начал расти следующий лист. И 2, а теперь уже 3 детки всего в 2 горшках. Необычные истории у этих 2 деток. Это лунная серенада, а это орхидея, присланная мне из Питера. Истории об орхидеях из Питера собраны в плейлист, и ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана.
А все истории о детках тоже собраны в плейлисты. И тоже ссылки оставляю в описании под видео. Вот у этой детки, вернее даже у этой орхидеи, интересная история. Орхидея рассыпалась вся и буквально мгновенно, но сразу дала детку. Вот это ее старый пенек, а это пенек первой детки. Но детка доросла примерно до такого же состояния и тоже погибла. У материнского растения было какое-то заболевание. И я даже решила, что надо выбросить эту орхидею. Ну, не получается. То есть погибает мама, потом следом погибает детка. Но я ее куда-то поставила очень далеко. Буквально на месяц о ней забыла, а когда решила на нее посмотреть, увидела еще одну детку. И пока эта детка растет очень активно. А питерская орхидея была сильно обожженная солнцем. В таком состоянии мне прислали эту орхидею. Вроде бы сначала начала расти, но потом опять же, по непонятным, вот здесь вообще по непонятным причинам, она тоже сбросила все листья. Но когда она сбросила листья, то сразу появилась детка. Вот буквально листья сбрасываются, детка чуть ли не на следующий день. То есть орхидея сама понимала, что она погибает, и сразу начала расти детку. Вот это первая детка, которая появилась. У нее есть 2 корешочка. Но детка маленькая по сравнению со второй. Через месяц она дала еще одну детку. И эта детка растет активней. Но растет активнее как? Растут активнее листья. Корней у нее пока нет. А здесь есть 2 корешка. И как же поливать таких деток? И как же я помогаю расти этим деткам? Но если мы посмотрим вот именно на эти 2 горшка, вот здесь можно сказать, что корни, они просто есть. Они не гнилые, не растущие, но есть зеленые корешки. Это корни материнского растения. Они есть. И они помогают расти вот этой детке. А во втором горшке мы видим большую часть корней гнилых. То есть сгнил на них веломен. А сам корень, тяж, внутренний цилиндр, жесткий корень, он остался. И они тоже помогают, эти сгнившие корешки, росту маленьких деток. И многие бы сейчас достали эту орхидею из горшка, убрали бы эти корни, потому что вы мне об этом пишете все время, что корни в горшке гнилые, и они заражают здоровые корни. Ничего подобного. Никогда гнилой корень не заражает здоровый. Я не знаю, сколько лет эта орхидея провела в этом горшке. Просто у любого корня есть свой срок жизни. Я не раз рассказывала, что орхидея, растущая в природе, прикрепляется к дереву естественно корнями. Но эти корни у нее растут все время. Старые погибают, новые отрастают. Так же и здесь. Старые корни погибают, новые, вот эта орхидея, которая сбросила листья, она отрастить не может. Могут отрасти корни только у молодых деток. Но пока даже эти старые и гнилые корни снабжают питательными веществами именно этих маленьких деток. И доставать орхидею из горшка, убирать эти гнилые корни абсолютно не нужно. Поливать такие орхидеи, эти малышки, нужно очень аккуратно. Я поливаю по краю горшка,
небольшим количеством воды и чередую поливы водой и удобрениями. Вот как раз таки удобрения и помогут росту этих малышей. И корни, которые остались от материнских растений, помогут им расти. Так что не старайтесь разобрать и удалить эти кажущимися гнилыми корни, потому что гниет только веломин. А вот эти тяжи, они остаются, вот эти тяжи, вот, и питают этих малышек, и помогают им расти. А когда малышки будут с корнями, тогда можно их пересаживать. Вот сейчас одна из орхидей дала корни. Здесь видно, что этот корень пока находится вверху. Не будем его трогать. А второй корень начал расти внутрь горшка. И вот эти две орхидеи и материнское растение являются сейчас единым организмом. И трогать, разбирать, убирать гнилые корни нельзя. Мы с вами продолжим наблюдать за этими орхидеями. И каждый месяц я вам буду показывать их успехи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Симоня, ты пришел. Смотри, а тут уже все собрались. Вот. Юля, Лаки. Даже Ричи тихонечко спит. Заходи к нам. Вот. Молодец. Все, ложись рядышком. На стол. Вот ты, господи, нельзя. Все, посмотрел, выходи. Иди ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне. Ай. Семочка, ты будешь мешать. И лапа у тебя красивая. И сам ты очень красивый. Мне переодеться еще надо. И чтобы Сёма не свернул мне вот эту орхидею. Сёмочка, ты думаешь, чем красивее ты будешь, тем больше тебе шансов оставят быть на столе? Ох, сомневаюсь я, однако.